Этот автомобиль за моей спиной, по сути, электрический Sportage. Это новый Kia EV5. Новый электрический кроссовер. Сегодня он полностью в черном цвете. Смотрится очень уверенно на дороге. Мы находимся в Корее. Здесь эту машину и производят. Посмотрим экстерьер, интерьер и ощущения на ходу. И главный вопрос. Сможет ли EV5 убедить нынешних владельцев Kia Sportage пересесть на электромобиль? Узнаем вместе с Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. У Kia EV5 закрытая передняя панель. Выглядит очень характерно. Много игры со светом, горизонтальные линии и спереди фирменный дизайн Kia Star Map. Сразу узнается. По размерам почти как Sportage. Длина 4 метра 61 сантиметр. Здесь 19-дюймовые колеса в черном цвете, потому что это версия GT Line. В базе будут 18 дюймов. Батарея 81 кВт-час. Зарядный жучок справа спереди, со стороны пассажира. Обычная зарядка до 11 кВт. Быстрая зарядка до 150 кВт. И с 10 до 80% примерно за 30 минут. Это 400-вольтовая архитектура, поэтому в отличие от EV6 с его 800-вольтовой системой, этот автомобиль заряжается медленнее, но при этом машина крупнее. Больше багажник, так что это более семейная версия. И, как я уже говорил, это прямой брат или сестра Sportage, просто в электрическом формате. И еще он очень напоминает уменьшенный EV9. Согласитесь? Позже появятся версии с полным приводом, но этот вариант стартует с переднего привода. 218 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час за 8,4 секунды. И возможная буксировка до 1,2 тонн. А теперь заглянем под капот. Посмотрим, есть ли здесь фронтальный багажник или нет. Итак, открываем. Да, небольшой франк здесь есть. Сюда помещается зарядный кабель или что-то еще по мелочи. Снизу хорошая шумо- и виброизоляция, сделано аккуратно. Максимальная скорость 165 км в час. Теперь к интерьеру. Здесь приятный ключ. Когда подходишь к машине или открываешь вручную, все работает аккуратно. Ручки двери выдвигаются навстречу. Звук закрывания двери плотно. И сзади тоже очень солидно. Верхняя часть двери. Не сказать, что совсем мягко при нажатии, но поверхность приятная. Выглядит хорошо и на ощупь тоже. Это новый материал, здесь он чуть мягче. И очень удачно интегрирована дверная ручка. Мне это действительно нравится. Подогрев руля, подогрев сидений, вентиляция сидений, но правда не бесшумная. Память сидений тоже здесь, массаж сидений. Все функции прямо в двери, отдельными кнопками. Дальше классический блок управления стеклоподъемниками и сами стекла ламинированные, все 4. Только нижняя часть двери без тканевой отделки. И вот здесь версия GT Line. Спортивный руль, селектор режима движения внизу, на руле настоящие физические кнопки. Слева круиз-контроль, справа регулировка громкостей и, например, кнопка быстрого доступа. А вот эти сиденья, топовые сиденья GT Line, полностью из кожзама, перфорированные, материалы без использования натуральной кожи. И сиденья, и руль высокое качество, очень мягкие, приятные на ощупь, особенно в зоне боковой поддержки. Есть и подогрев, и вентиляция. В базе сиденья будут тканевые, в среднем уровне ткань внутри, кожзам снаружи, и она действительно очень комфортная. Плюс простая и удобная электрорегулировка. Вы видели, что поясничная поддержка была полностью выдвинута, я могу вернуть ее обратно. Лично я чаще езжу без поясничной поддержки, и здесь все регулируется электроприводом. Руль регулировка вручную, вверх-вниз, на себя и от себя. Посадка получается хорошая, и мой рост 1,89 м, над головой места достаточно. Типичная вертикальная посадка в кроссовере, все что нужно по сути. Есть один нюанс, справа колено немного упирается, но я покажу это уже с места водителя. А в целом, первое впечатление очень хорошее. Добро пожаловать в кокпит Kia EV5. И важно помнить, по цене это не премиум сегмент, но по ощущениям интерьер действительно премиальный и с очень богатым оснащением. Про сиденье я уже говорил, но посмотрите сюда. Логотип GT Line выдавали на верхней части подголовника. И мне нравится эта двухцветная схема, смотрится аккуратно и дорого. Здесь есть так называемая функция джентльмена. Я могу управлять пассажирским сиденьем прямо отсюда, кнопками сбоку сиденья. Есть еще один режим релаксации. Для остановки на зарядке отличный вариант. Передняя часть сиденья приподнимается, спинка уходит назад,
То же самое можно сделать и с водительским сиденьем. Есть еще режим релаксации. И да, я уже говорил, что этот автомобиль заряжается чуть медленнее, чем Kia EV6. Так что на зарядке вы, возможно, проведете немного больше времени. И тогда мы с Ли вполне можем просто расслабиться здесь во время зарядки. Функция действительно классная, без сомнений. И вообще, с машиной ты становишься просто более гибким в том, как ты ее используешь. Вот так. Можно вернуть сиденье обратно в обычное положение. Центральная консоль здесь очень большая, посмотрите. Здесь беспроводная зарядка, но она без вентиляции. Так что я бы, честно говоря, чаще полагался на зарядку по кабелю. Ого, это подстаканники. Они вроде как адаптивные, но на мой взгляд не помешал бы еще один фиксатор, чтобы бутылки держались действительно плотно. Сейчас они нормально удерживают только легкие вещи, например, кофейные стаканы. И посмотрите еще раз, как быстро они выскакивают. Так что, пожалуй, не стоит совать сюда детские пальцы. Бам-бам. Похоже на маленькую гильотину, если честно. Здесь мягкая поверхность под локоть, поднимаем и получаем дополнительное пространство снизу. А вот тут спереди очень много места. Думаю, Ли это понравится, например, под сумку. Здесь внутри можно выбрать режим зарядка и подключение или только зарядка с правой стороны. И вот здесь еще один 12-вольтовый разъем, например. Переходим к передней панели. Здесь она в целом мягкая и с приятной фактурой. Обычный бардачок, и он тоже с демпфированием при открытии. Ну и немного хаоса внутри. Вот эта часть просто ровная поверхность, но на мой взгляд это нормально. А здесь быстрые клавиши, они скорее сенсорные, например, домой или внутренняя навигация автомобиля. Это как раз встроенная карта. Классическая логика Kia. Им нравится всегда держать это направление как компас, независимо от того, задали вы маршрут навигации или нет. Дальше физическая регулировка громкости, очень ценю такие вещи. И здесь же физический блок климата, температура вверх-вниз и отдельно скорость вентилятора. И вы видите это в основном экране мультимедиа. Но также и в этом отдельном среднем экране. Он тоже сенсорный, но скорее выполняет роль визуализации. И, возможно, больше рассчитан на пассажира, потому что с водительского места этот экран частично перекрывается рулем. Так что хорошо, что информация дублируется здесь в виде наложения. Но особенно приятно, что я могу просто смотреть прямо и на ощупь сделать чуть холоднее или чуть теплее. И даже не отвлекаться взглядом. Это действительно удобно. Здесь есть подрулевые лепестки, но они не для переключения передач, а для рекуперации. Можно выбрать более сильную рекуперацию или более слабую. Если удерживать правый лепесток, включается автоматическая рекуперация. Она зависит от ситуации впереди, есть ли машина или нет. А если удерживать левый, включается iPedal, это режим движения одной педалью. Сильная рекуперация и полная остановка. Но можно выбрать и промежуточные режимы. Есть здесь и один эргономический нюанс. Если у вас длинные ноги, как у меня, и вы хотите опустить руль чуть ниже, это не всегда получается. Потому что здесь расположен селектор. Сам селектор передач в целом удобный. Вперед, назад, паркинг и все. Кнопка старт-стоп вот здесь, но, честно говоря, расположена она не идеально. В итоге мне приходится ставить руль чуть выше, чем хотелось бы. Зато тогда колени ни во что не упираются. Но это, кстати, не особенность именно EV5. У Kia и Hyundai в целом такая логика. Селектор расположен именно здесь. И да, если у вас действительно длинные ноги, может появиться ощущение, что что-то немного мешает. А теперь посмотрите, вот этот горизонтальный блок проходит через весь климат. Цифровая приборная панель и основной экран мультимедиа. Все выстроено в одну линию. Информации здесь много, да, но она подана спокойно. По сравнению с другими современными автомобилями это выглядит более сдержанно. Экран не лезет в лицо. С точки зрения водителя, вот эти удобные кнопки для прокрутки меню приборной панели. Кстати, эти красные мигающие точки, я вижу их только на камеру. Это инфракрасный контроль внимания водителя. Проверяет, бодрствую ли я. В реальности глазами ты этого вообще не замечаешь. И здесь же проекционный дисплей прямо перед глазами. И, кстати, в европейской версии можно будет нажать и удерживать кнопку Mute, чтобы отключить этот бип-бип-бип от ограничителя скорости. Кроме того, здесь будет новая звуковая схема. Более мягкая, более сдержанная. Очень интересно, как это будет ощущаться в реальности. Вот снова основной экран мультимедиа и этот средний экран. И да, навигация и меню в целом могли бы работать чуть быстрее, чуть отзывчивее. Но, честно говоря, в большинстве случаев вы все равно будете пользоваться интерфейсом смартфона. Из умных функций есть режим мойки.
Просто активируйте его, и можно не переживать, что и как делает машина на мойке. И еще здесь есть режим для животных. Теперь к задним сиденьям. И здесь есть неожиданные моменты. На втором ряду мы видим сразу несколько по-настоящему премиальных функций. И начинается все уже с задней двери. Есть подогрев задних сидений, разумеется, это опция. И обратите внимание, здесь тоже ламинированные стекла и спереди, и сзади. Это действительно приятно. А для корейского рынка в данном случае еще и тонировочная пленка, все затемнено. Отделка двери хорошо структурирована, сверху не слишком мягко, но в зоне локтя уже заметно мягче. И снова двухцветная схема. А дальше очень неожиданные вещи. Здесь есть скрытые столики. Вот это да, правда? И, как мне кажется, сюда вполне можно поставить iPad или, например, смартфон. Согласны? Решение, мягко говоря, необычное. То же самое можно сделать и здесь. А может быть даже поставить ноутбук. Вообще для работы или монтажа на заднем ряду это вполне подходит. Так что да, решение действительно классное. И еще один момент. С этого места я могу управлять передним сиденьем. Почти как в машине с водителем, очень удобно. А внизу еще несколько сюрпризов. Во-первых, здесь есть отдельный блок климата, физические кнопки, все легко читается. А теперь тянем вот здесь. И получаем дополнительное место для хранения для задних пассажиров. Это реально здорово. И, кстати, оно еще и теплое от климатической системы. Интересно. Вот так. Пол здесь ровный, электроплатформа. И поскольку это кроссовер, нет проблемы, что ноги подняты слишком высоко. Такое часто бывает в электрических седанах, даже почти всегда. И еще спинку можно откинуть почти в положение для отдыха. Или наоборот, поставить более вертикально под багаж и практичность. Но если говорить честно, самое комфортное положение для езды – это скорее всего не совсем лежа и не совсем вертикально, где-то посередине. Вот так примерно. Да, пожалуй, именно так и удобнее всего. И снова перфорированный кожзам, очень мягкий, очень комфортный. И на втором ряду тоже, крепление Isofix с обеих сторон. Дальше можно опустить вот этот элемент, и здесь появляется еще один подстаканник. При желании его можно полностью убрать, но он не адаптивный. Также доступен люк для длинномеров, его можно опустить прямо отсюда. Что касается пространства, сидеть здесь действительно комфортно. По материалам, по посадке она достаточно вертикальная. И при этом остается немного места для ног. Сейчас это с разложенным столиком, так что без него пространство для ног будет еще больше. И над головой запас тоже есть. Мой рост 1,89 м и места хватает. И вот здесь панорамная крыша, ее отлично видно. И это не просто панорама, ее можно открыть для свежего воздуха. Сейчас такого электромобилей встречается довольно редко. А если на улице очень солнечно и жарко, можно закрыть шторку. И что приятно, она работает довольно быстро. Иногда бывает так, что ждешь ее целую вечность. Типа, ладно, увидимся через час. Но здесь все происходит реально быстро. И вот тогда возникает вопрос. Чего здесь не хватает на заднем ряду? Даже USB-C разъемы есть в спинках передних сидений. Так что по сути здесь продумали все. Теперь к багажнику. Объем здесь 570 литров, и это одно из ключевых преимуществ по сравнению с EV6. Давайте посмотрим поближе. Вот здесь в обычной комплектации должна быть шторка багажника. В этом автомобиле ее сейчас нет, но видно, где она обычно устанавливается. По ширине в самой узкой точке примерно 1 метр или 40 дюймов. По длине около 90 сантиметров. А вот по высоте и общей конфигурации багажник очень вариативный. Во-первых, под полом есть еще дополнительное пространство. Этот пол можно либо полностью вынуть, либо опустить в нижнее положение, вот так. Теперь пол внизу, и посмотрите сюда. Высота 87 сантиметров. Это реально удобно. Пространство используется очень эффективно. А здесь хорошо видно разницу. Вот это более вертикальное положение спинки с упором на груз, сзади крепление топ-теза. А здесь, когда диван сдвинут максимально назад. В реальности, конечно, самое удобное положение где-то посередине. И еще один классный момент. Здесь есть дистанционное складывание. Нажимаем справа. И слева очень удобно. Пожалуй, единственное место, где качество отделки могло бы быть чуть лучше, вот эта зона. Наверное, это единственный нюанс, который мы здесь нашли в интерьере. А теперь давайте посмотрим вот сюда и сюда. Вот так. В целом багажник очень гибкий. И, конечно, если нужно, проще загружать длинные вещи, можно снова поднять пол в верхнее положение. Вот так. Тогда получается ровный пол.
А общая длина до спинки переднего сиденья примерно 1 метр 80 сантиметров. Честно говоря, я очень доволен этим багажником. И здесь есть дополнительные аксессуары, например, крепление для фиксации груза. Их можно выставлять в разных положениях, очень продуманные решения. А еще здесь есть полноценная розетка прямо в багажнике. Всегда выглядит так, будто она слегка улыбается. Итак, поехали. За рулем Kia EV5 нового электрического кроссовера. И если вернуться к исходному вопросу, смогут ли владельцы Sportage заинтересоваться электромобилем? То, что мы уже увидели по экстерьеру и интерьеру. Ну, кстати, Sportage сейчас как раз рядом с нами и пропускает нас вперед. Очень символично получилось. Внешне EV5 выглядит отлично. Интерьер высокого качества. И я бы сказал даже более гибкий и вариативный, чем у Sportage. Но главный вопрос, как он едет. И конечно, здесь сразу включаются все преимущества электромобиля. Тишина, особенно в пробках, когда ты просто стоишь или медленно катишься. И этому дополнительно помогает интерьер. Ламинированные стекла слева и справа. В салоне действительно очень-очень тихо. А если хочется еще больше тишины на трассе, например, можно закрыть шторку панорамной крышей, и уровень шума станет еще ниже. И вот уже здесь, в движении, я могу показать одну вещь. Если нажать и удерживать левый лепесток, включается iPedal, полноценное движение одной педалью. Сильная рекуперация, и автомобиль полностью останавливается сам. И я могу в любой момент это отключить обратно. А если удерживать правый лепесток, включается автоматическая рекуперация. Вот, в этом случае, впереди есть машина, и автомобиль сам замедляется и останавливается в автоматическом режиме. Если же вам это не нужно и хочется все контролировать вручную, можно, например, поставить нулевой уровень рекуперации. Тогда машина просто катится, пока я сам не заторможу педалью. А теперь быстрое ускорение в городе, скажем, с 20 до 50 или с 25 до 50. Поехали. Так, это уже было примерно с 25 до 60. Здесь у нас только передний привод. Полный привод появится позже, но даже в таком виде динамики более чем достаточно для большинства ситуаций. Кстати, в спортивном режиме есть интересный момент. Боковая поддержка сидений становится более жесткой. Появляется красная визуализация и по всему салону более активная контурная подсветка. Вы, возможно, уже заметили это в тоннеле. Это специальная спортивная настройка в данном режиме. И отклик на педаль газа становится намного более резким и отзывчивым. При этом можно настроить индивидуальный режим движения. А теперь возвращаемся в обычный режим езды. Говорят, что настройки подвески и рулевого управления для корейского рынка здесь сделаны чуть мягче. Насколько именно, посмотрим позже, когда появятся другие версии. Для кого-то это будет плюсом, для кого-то наоборот. Но в данном случае я бы не сказал, что эта настройка прямо очень уж мягкая. У нас здесь, кстати, 19-дюймовые колеса, верно? Если нужен больше комфорт, логичнее выбрать 18 дюймов. А 19 дюймов это уже версия GT Line, если хочется чуть более спортивного характера. И все же подвеска здесь уже ощущается довольно плотной. Давайте теперь чуть ускоримся и выйдем на городскую магистраль. И вот что сразу заметно. Мертвой зоны у руля нет. Реакции хорошие, четкие. И при этом у меня нет ощущения, что руль слишком мягкий. Давайте еще раз попробуем спорт-режим. Может быть чуть больше обратной связи на руле, да. Но в целом все это ощущается вполне логично и уместно. А вот здесь перестроение. Машина не раскачивается вообще. Кузов держится очень спокойно и собрано. Поскольку это электрический кроссовер, центр тяжести здесь расположен очень низко. А это значит, что и раскачки изначально меньше. Да, с одной стороны у электромобилей больше вес, но с другой низкий центр тяжести работает в плюс, и это чувствуется. Здесь также есть интеграция контроля слепых зон прямо в приборную панель. Каждый раз, когда я включаю левый поворотник, появляется дополнительное изображение слепой зоны в панели приборов, и одновременно загорается треугольник в боковом зеркале. То есть, по сути, двойная визуализация слепой зоны. То же самое происходит и с правой стороны, когда включаешь правый поворотник. И теперь будет очень интересно посмотреть, как здесь обстоят дела со звуковым комфортом. Возможно, вы заметите это по ходу движения, а возможно, как раз наоборот, вы ничего не заметите. И это по сути и есть цель. Потому что раньше у Kia, Hyundai и Genesis бывало довольно много, скажем так, не самых приятных звуков в салоне. Раньше это нередко немного раздражало.
А теперь здесь появилась новая звуковая концепция, от которой в дальнейшем выиграют и другие модели. Звуки, которые издает автомобиль, стали гораздо более сдержанными, не такими навязчивыми. Я иногда шутил, что раньше включаешь зажигание, открываешь дверь, и кажется, будто сейчас что-то взорвется или произойдет что-то очень серьезное. Теперь все иначе. Все стало более спокойным, более аккуратным, они прислушались к нашим отзывам, и к вашим тоже. И теперь машина гораздо деликатнее общается с водителем. Это, на мой взгляд, очень хороший шаг. Хотя вот этот первый сигнал, например, вот он. А сейчас мы едем 80 км в час, и уже на этой скорости хорошо ощущается качественная шумоизоляция. Вот мы только что проехали через волну на дороге, и именно здесь вы, возможно, чувствуете более мягкую корейскую настройку, потому что на этом рынке все ориентировано на комфорт. Подогрев сидений, вентиляция сидений – это здесь очень популярно. И логично, что подвеску делают скорее мягкой. Ведь часто приходится просто ехать прямо, стоять в пробках или двигаться по не самым ровным дорогам. И, честно говоря, для многих автомобилей такой подход мог бы быть очень удачным, потому что сейчас, как мне кажется, некоторые модели на европейском или американском рынке настроены слишком жестко по подвеске. Так что, возможно, им стоило бы что-то перенять у этого рынка, а вы как думаете? Кстати, в плотном трафике здесь, разумеется, можно включить адаптивный круиз-контроль. Он держит дистанцию до автомобиля впереди. Сейчас я вручную перестраиваюсь, потому что эта полоса немного стоит, вот так. И ты всегда чувствуешь эту гибкость благодаря мгновенному отклику электромотора, даже несмотря на то, что здесь только передний привод. 8,4 секунды до сотни все равно более чем достаточно в реальной жизни. А теперь круиз-контроль включен. Также можно включать и отключать активное удержание в полосе, в зависимости от того, нравится вам это или нет. Вот так. Посмотрим, как машина держится в полосе. Здесь есть небольшие коррекции, это видно. Скорость можно увеличивать левым большим пальцем. Если удерживать, скорость меняется шагами по 10 км в час вверх или вниз, а один короткий клик – это 1 км в час. Вот, видите, скорость постепенно растет. И если снова вспомнить Sportage, это, конечно, очень популярная модель на корейском рынке. Но здесь, как правило, отдают предпочтение более крупным автомобилям. Например, Sorento, он как раз вот здесь рядом. То же самое и у Hyundai, Santa Fe и Tucson. Причем Santa Fe, более крупная модель, продается даже лучше. Всегда интересно наблюдать такие различия рынков. Пока что адаптивный круиз-контроль работает очень хорошо. Уверенное ускорение, плавное торможение. И удержание в полосе происходит мягко, без резких движений. И я снова могу подчеркнуть, это очень похоже на новый Focus Kia. Сделать автомобили более премиальными, более комфортными, добавить много функций. Ого, ого, ого. Вот это уже становится интересно. Трафик. Люди просто резко встраиваются в полосы. Да. Это, конечно, немного безумие. Трафик здесь в Сеуле, думаю, местные это подтвердят. Но при всем этом ты постоянно чувствуешь себя очень маневренным и быстрым с этим электрическим приводом. И это при том, что ты едешь на довольно крупном кроссовере. Совсем недавно мы ездили на обновленном Kia Sportage. Так что возвращаемся к нашему изначальному вопросу. Благодаря этой спокойной подаче, но при этом мгновенному ускорению, по ощущениям за рулем EV5 воспринимается более премиальным, чем Sportage. У Sportage, честно говоря, двигатели не самые эмоциональные, скажем так. А здесь электропривод добавляет ощущение более утонченного и зрелого вождения. Это точно. Единственный по-настоящему критичный момент для некоторых – это, конечно, инфраструктура зарядки. И если ее нет или она неудобна, это по-прежнему главный барьер для перехода с ДВС на электромобиль. Но если отложить этот вопрос в сторону, то по всем остальным ощущениям, как клиент, ты должен признать, EV5 предлагает более качественный интерьер и более высокий уровень езды, чем Sportage. Так что да, это уже очень интересный вывод. Вот только что, не знаю, секунд 20 назад, было небольшое вмешательство со стороны руля. Возможно, чуть излишне активно. Но в целом ассистенты здесь работают вполне достойно. О, только что заметил светло-голубой Porsche Taycan. Кстати, Porsche здесь в Корее тоже очень популярен.
Это один из крупнейших рынков Porsche, хотя по численности населения страна не такая уж большая. То есть рынок значимый, но не самый крупный по населению. Тем не менее, Porsche здесь очень уважают среди иностранных марок. Как и Tesla Model Y и Mercedes E-класса. Тоже довольно популярные некорейские автомобили. Но если посмотреть в целом на поток, доминирование Hyundai и Kia, а также большое количество Genesis просто колоссальное. Местные автомобили используются здесь очень активно и действительно популярны. Что касается подвески и 19-дюймовых колес, по настройке мне все кажется вполне нормальным. Интересно будет посмотреть, насколько европейская версия кажется жестче или нет. Но даже сейчас на неровностях, перепадах покрытия или вот здесь на люках все ощущается абсолютно нормально. 18-дюймовые колеса дали бы больше комфорта, но и так ты уже в полном порядке. Кстати, вот здесь, на таком крутом уклоне, выглядит довольно забавно. Наверное, и на камеру тоже. И в таких ситуациях электропривод очень сильно помогает. Нет работы двигателя, нет сцепления, которым нужно играть, как на механике. Можно просто остановиться где угодно и также плавно тронуться. В итоге это очень легкая и расслабляющая езда. Если подытожить, машина очень плавная, очень спокойная. И она действительно сильно усиливает это ощущение премиального комфорта. И вот здесь камера кругового обзора. Вы видите визуализацию. Можно смотреть назад, можно вперед, это передняя камера. А здесь очень интересный режим, так называемый вид сверху, почти как с дрона. Разумеется, все это формируется с помощью камеры автомобиля. Так что ты реально видишь, что именно делаешь и где находишься. Теперь к первым данным по расходу. Мы ехали примерно 80 км в час, то есть около 50 миль в час по магистрали. Средний расход получился 17 кВт-часов на 100 км. Это примерно 3,6 мили на киловатт-час. В реальных условиях, при таких скоростях, без быстрой езды, смешанный режим, город плюс трасса, это дает запас хода примерно 480 км. Или около 300 миль. Но, конечно, это идеальный сценарий. Сегодня не жарко, температура примерно 7 градусов. Довольно холодно. И мы ехали без высоких скоростей. Но для многих азиатских рынков это как раз очень нереалистичный сценарий. Плотная застройка, много трафика, быстро ехать просто негде. Так что такие цифры здесь вполне применимы. А вот скажем на немецком автобане с высокими скоростями картина, конечно, будет другой. По цене примерно от 46 до 55 тысяч евро. Если брать версию GT Line и максимальную комплектацию, это примерно от 39 до 48 тысяч фунтов. И если сравнивать с аналогичной батареей и оснащением, то EV5 получается немного дешевле, чем Kia EV6. При этом он крупнее, лучше подходит для семьи, для багажа, для повседневной практичности. Но, конечно, есть и компромисс – более медленная зарядка. Так что вопрос остается открытым. Что вы думаете о Kia EV5? И готовы ли вы, условно говоря, поменять бензиновый Sportage на его электрическую версию? А теперь самое время посмотреть на конкурентов.